Всем привет! Сегодня я расскажу про то, как стабилизируются снаряды. Но и не только снаряды, но и любые тела в целом, потому что летающее ведро с тротилом – это разновидность просто твердого тела. И план – это немножко объясню про командную стабилизацию, про аэродинамическую и про гироскопическую. Начнем с командной. То есть, если у нас есть какое-то управляющее воздействие, то даже статически неустойчивый предмет может какое-то время находиться в каком-то условно стабильном положении. В данном случае за стабилизацию отвечал мой мозг, который все еще как-то работает, несмотря на то, что я периодически увольняюсь в никуда. У коптеров, из современных примеров, самый распространенный за это отвечает полетный контроллер, который выдает сигналы, на какой движок подать больше мощности, чтобы выровнять дрон в пространстве. Дальше переходим к основным силам, которые могут стабилизировать объект. То есть первый вариант, если у нас что-то типа маятника, то есть если он отклонился в сторону, появляется какая-то сила на плече, далеко от центра давления, так скажем, но центр давления — это больше про аэродинамические силы, к ним чуть позже вернемся. То есть есть какое-то длинное плечо, есть какая-то сила, которая тянет предмет вниз, есть, получается, какая-то проекция плеча на ось, и есть какой-то момент, который возвращает тело обратно. И второй вариант, на чем бы его продемонстрировать, то есть если у нас что-то лежит на столе, допустим, и мы пытаемся его опрокинуть, то у нас сила не на плече, точнее, плечо получается не как у маятника, а боковое. То есть есть точка опоры сбоку и сила тяжести, которая возвращает объект в горизонтальное положение. Вот пример стабилизации тела в воде аналогично маятнику. То есть видно, что оно особо не кувыркается. То есть есть просто какой-то конус, и внизу утяжеление гаечки. То есть если мы балласт в лице гаек уберем, то никакой стабильности нет. Потому что центр масс оказывается выше центра давления. И второй вариант – это плоскодонка. Это не про мою бывшую, а про форму корпуса разного плавающего. То есть стоит на воде, и если мы пытаемся ее перевернуть, кинув груз есть на один из бортов, получается, что этот перегруженный борт опускается глубже в воду, и за счет этого возрастает Архимедова сила, которая на него действует, следовательно, устойчивость сохраняется. И теперь переходим к аэродинамической стабилизации. То есть первый вариант аэродинамической стабилизации – это как раз-таки с помощью условного маятника. То есть у нас есть оперение, которое обладает большей площадью, чем пушка снаряда. То есть, к примеру, это, опять же, из классических примеров это стрелы для лука, дротики для дарца, арбалетные болты, вот как раз-таки один из них, и бронебойные, оперенные, калиберные танковые снаряды. С ракеты тоже обычно аэродинамически стабилизируются, много чего. И если мы увидим, что он пытается лететь боком, то есть большая площадь, на которую сильнее давит набегающий поток воздуха, и, следовательно, тело пытается развернуться так, чтобы момент был минимален. То есть если ее скинуть, но тут не успевает. Слишком, опять же,
еще важный момент, что чем выше скорость, тем больше сила. То есть на малых скоростях тут почти не видно. То есть, да, там чуть-чуть раньше наконечник бьется об ногу, но то есть для того, чтобы аэродинамическая стабилизация работала, нужна какая-то скорость, отличная от нуля. И помимо маятниковой стабилизации, есть стабилизация, которая обычно применяется в кумулятивных танковых боеприпасах. То есть такого. У меня в качестве него будет выступать банка от пива, которую я на скотч прикрепил, какой-то стерженек. Он здесь квадратного сечения, но это не особо важно. Как это происходит? С картинки выведу. Так, на картинке сверху снаряд, который летит без угла атаки относительно потока воздуха, а на картинке снизу снаряд, которого поток воздуха обдувает немножко снизу. То есть и видно, что вот эти цветастые картинки давления, они у нижнего снаряда за счет того, что, получается, воздух сильнее давит на нижнюю грань, снаряд пытается повернуться и начать лететь так, чтобы поток воздуха бил вдоль оси. Но минус такого способа стабилизации, как можно заметить на рисунках, есть какой-то конус. Конус Маха за счет того, что скорость сверхзвуковая. То есть на обдувке я в модели задавал скорость потока воздуха в 900 метров в секунду. И, следовательно, когда скорость падает, этот конус Маха становится шире. И снаряд начинает болтать вот в этом конусе. То есть, особенно когда он уйдет на дозвук, у него от вот этого головного штыря стабилизации уже не будет. Как-то немножко его стабилизирует хвостовое оперение, которое можно увидеть на макете. Но кумулятивный танковый снаряд более-менее прицельно летит только на 2 километра, даже меньше. Что касается оперения. Минус оперения, что оно должно выступать за корпус снаряда, следовательно, это создает лишнее сопротивление. С одной стороны, казалось бы, можно взять очень тонкое оперение, типа листа фольги, и оно сопротивление давать не будет. Но если мы пытаемся сделать оперение из фольги, то поток воздуха его просто сомнет. А также, что важно для танковых снарядов, порох горит неравномерно, и вот эта разница давления в разных местах камеры, оно тоже может ломать оперение. Поэтому оно делается миллиметров 5 в основании, если не больше. Что, опять же, не добавляет стабильности. Теперь переходим к гироскопической стабилизации. То есть, если у нас нет никаких перьев, а какую-то болванку в пространстве нужно стабилизировать. Как оно происходит? Для начала, как работает гироскоп? Если мы упростим какой-то диск до расчетной схемы, получается, что когда гироскоп совершает прецессионное движение, скорость, если его представить как два грузика на палке, то скорость нижнего грузика складывается, верхнего вычитается, то есть скорость от вращательного движения минус скорость движения оси. И получается так, что мгновенный центр вращения гироскопа находится не здесь, а здесь. И, следовательно, центростремительная сила компенсирует силу тяжести, которая пытается его уронить вниз. В пространстве аналогично. То есть, если вектор скорости у нас будет стрела, снаряд совершает какое-то прецессионное движение, но гироскопическая сила пытается затолкать его по оси. Но откуда берется изначально отклонение? То есть, если бы снаряд летел идеально ровно,
у него вот этого мотания в пространстве не было. Снаряд, пуля из винтовки то же самое. Проблема в том, что, ну, во-первых, сам снаряд не абсолютно жесткий, во-вторых, как правило, снаряд имеет некое ведущее устройство. Неправильно сказал. Как правило, снаряд имеет ведущий поясок, если мы говорим о калибрных снарядах. Соответственно, за нарезы цепляется только этот ведущий поясок. Есть какое-то, конечно, цилиндрическое центрирующее утолщение или цилиндрический участок, но получается все равно, что есть какой-то люфт у снаряда в стволе, и он вылетает не идеально ровно, а вот под каким-то углом. Обычно этот угол берут при расчетах 2 градуса. Ну и плюс ствол штука не постоянно не метрит, то есть с каждым выстрелом ствол разгорается от того, что у него металл пороховыми газами выносится, ствол становится все больше и больше, и снаряд мотает все сильнее. То есть из-за этого у старых орудий снижается кучность боя. Для гироскопической стабилизации есть проблема, что нужна не только устойчивость, но и направленность. То есть снаряд должен не только сохранять какое-то свое положение в пространстве, но оно еще должно быть связано с вектором скорости, потому что при стрельбе по баллистической траектории, то есть с довольно-таки большими углами к горизонту, если снаряд не перевернется, то он дальше полетит плашмя. Если его слишком сильно раскрутить, вот этот стабилизирующий гироскопический момент окажется слишком большим, вот, и снаряд упадет вот жопой. То есть нужно попасть в определенный диапазон. То есть чем длиннее снаряд, конечно, тем его сильнее нужно раскрутить. Вот, но это уже нюансы, которые, я думаю, избыточны для этого видео. Так что, если видео понравилось, то лайкайте, комментируйте. Правда, это особо на продвижение, на мой взгляд, не влияет. Лучше будет, если будете его скидывать друзьям, но, опять же, нравится — делайте, лайкайте, не нравится — дизлайкайте, комментируйте, если есть какие-то замечания. Ссылка на плейлист с другими лекциями в описании под видео. Ссылка на самую удачную по отзывам лекцию про останавливающее действие оружия где-то вот здесь будет болтаться. Всем до встречи в следующих публикациях. Всем пока.